Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же тайно мечтает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Знаете, вот сейчас у вас как-то жизнь как будто начинает немножечко так устаканиваться, нормализовываться. Я бы сказала, что это начало нового жизненного этапа. С чем это связано? Во-первых, у кого-то это будет проигрываться с тем, что вы потеряли семью, потеряли любимую женщину. Однозначно здесь проигрывается измена, здесь предательство, причем очень жесткое, такое серьезное предательство, в которое вы какой-то период даже не могли поверить. У кого-то еще проиграется, что это новая такая история, новая такая стезя, белая полоса в работе. Это будет, знаете, скорее даже поездка куда-то. Вот если вы планировали на заработки, да, вы поедете. Это будет новый ваш жизненный этап. У кого-то даже проиграется два в одном, что вы и решили, поменяли жизнь свою личную, да, разошлись, допустим. Плюс вы, да, однозначно, у кого-то проиграется, что вы за границу поедете. Плюс вы решили поменять, может быть, работу, уехать на заработки. Ну, то есть из-за вот этой такой сердечной раны, которая произошла у вас, вы решили кардинально поменять жизнь. У кого-то это сейчас проигрывается, у кого-то это уже вот, как бы проигрался этот момент, да, что вы в какой-то период разошлись и решили действительно начать жизнь свою с чистого листа. Я не скажу, что вы начинали эту жизнь с чистого листа так легко и просто. Было тяжело, был период боли, депрессии какой-то, да? Но я не говорю, что это была депрессия, когда вы лежали трупом и все. Нет, конечно же. Это были такие очень острые, глубокие переживания, да? Но у кого-то может проиграться, что есть рядом вот какая-то женщина, но это не любовная женщина, да, это у кого жива, допустим, мама. Это могут быть тесные отношения с мамой, которая реально вот может вас пожалеть. Это может быть мама, может быть там, я не знаю, тетя, у кого-то сестра, там близкая подруга, именно подруга женщина, которая вот может отогреть, вот обогреть, да, но именно по-дружески, ну, либо же по-родительски, да, по-сестрински, так сказать, у кого как проиграется. То есть это женщина, которая есть в вашей жизни. Напишите, кстати, вот есть у вас у кого такая женщина, которая именно вот как подруга, может быть, мама, кто вас поддержал в трудный момент. Однозначно, вот она не дала вам зачахнуть свое время. Вот когда вам было плохо, либо же сейчас, вот кто из вас находится в остром таком состоянии, у кого недавно там развод был, допустим, возможно, сейчас она, такая ваша очень мощная поддержка. Вот она как раз не дает вам упасть. Эта женщина даже не единожды вам помогала, вот как-то спасала. Даже вот моральная поддержка, она очень важна. Вы человек, который, настолько щедрый. Вот к вам, знаете, можно, я не знаю, как к меценату, вот действительно. Вот протяни руку, и вы дадите все, что у вас есть. Вы последнее готовы отдать, если тем более это близкие, да, если это там друзья, да даже если знакомые, если не очень близкие, но вы знаете, что человеку плохо, да, какая-то критическая ситуация в семье может быть. Вы всегда, чем можете, поможете. Вы настолько человек открытый и щедрой душой, что даже некоторые диву даются вот в вашем окружении. Как можно быть таким щедрым и таким добряком, да? И получается, что вы добряк с израненной душой. Вот парадокс, да? Вы человек вообще, который не терпит суеты. Вы любите спокойную, размеренную жизнь, но в кругу то ли это близкие люди, да, близкие такие друзья. Вы абсолютно не тусовщик. Вы скорее даже домосед.
но в то же время у вас есть какая-то вот доля ребячества. Вы любите иногда вот именно в тесном таком близком кругу, вы любите и подурачиться, да, вот как мальчишка, и неважно, сколько вам лет, вот даже в 60, в 70, да, ну все мы взрослые дети, даже в 70 лет иногда просыпается тот самый мальчишка, и ты можешь либо со своей женщиной, либо там с друзьями, да, вот поприкалываться, подурачиться. Ведь, ну, не зря говорят, что стареет только оболочка, а в душе все мы дети, правда, ребят? И так не хочется никому стареть, капец, правда? Особенно женщина, вот как-то женщины особенно остро это переживают. Почему мы ходим к косметологам, все эти кремчики, масочки, да, потому что, ну, никому не хочется стареть. Ну, конечно, не все женщины это делают. Есть такие, что зимой можно ходить даже без штанов, что называется, да, потому что у нее как бы ноги волосатые, да, обогреватель такой на ногах. И ничего женщина с этим не делает, к сожалению. Вот не понимаю я таких женщин. Так, смотрим. Ребят, ну вы пахарь. Вы пахарь с большой буквы. Вы, конечно, получаете, вы за свои труды довольно неплохо зарабатываете, либо же, смотрите, либо же может проиграться, что вы могли бы много заработать, если бы у вас был стимул какой-то. Вот нет у вас стимула. Пока он был, пока вы как-то вот, ну, в принципе, вы в деньгах особо не нуждались. Ну, понятно, что всем хочется больше, больше, больше. Но, в общем-то, в деньгах вы более-менее хорошо тогда вот зарабатывали. Можете еще больше. Единственный нужен стимул, ребятушки. И этот стимул называется любимая женщина. У вас у кого-то может проиграться, да, вот сейчас есть любимая женщина, но это скорее такой роман. Это скорее несерьезные отношения какие-то. Либо же вы даже если живете с женщиной, то, ну, это даже не семья, это имитация семьи. Вот вы живете то ли просто вот как какие-то любовники, да, ну, сожительство, либо же вот как соседи вы живете. У каждого своя личная жизнь. Напишите, ребят, у кого как проигрывается. А хочется семьи, такой настоящей, да? Хочется любви, хочется понимания. Ну, то есть здесь такая ситуация, что, знаете, снова-таки острая нехватка любви на лицо. И неважно, вот, новые у вас отношения, старые отношения, ну, нехватка любви, недостаток нежности и ласки. Смотрите, кто-то из вас есть, даже те, которые планируют поставить точку в своих, ну, особо семейных отношениях. Здесь скорее будут семейные. Ну, то есть вы либо же подали уже на развод, либо же вы планируете подать на развод, потому что, ну, так как есть сейчас, дальше продолжаться уже не может. Давайте разбираться, кто же тайно мечтает о вас. Ух ты, какая женщина! Смотрите, у кого-то может проиграться, что это женщина по интернету, с которой вы общаетесь, да? Ну, опять же, вы можете общаться и по-дружески, но она мечтает о вас, она имеет на вас вид, и вы ей нравитесь. Она всячески пытается это скрыть, вот завуалированно. Особенно, если она не уверена в ваших ответных чувствах. Потому что женщина прекрасно видит, даже вот если это переписка, она прекрасно видит настроение мужчины, да. Вот я вам скажу такой секретный секрет, да, может быть, кто-то посмеется. Женщины многие обращают внимание, вот даже в переписке, в смс-ках, вот поставили вы смайлик или нет, поставили вы сердечко или нет. Ребят, берите на заметку, даже на будущее. Вот, допустим, вы ей написали «доброе утро», а не поставили сердечко, все, многие женщины могут обидеться, вот до смешного доходит. Вы там поцелуйчик какой-то не прислали, все, она обиделась. Она считает, что это вы сухо, холодно написали, если там нет какого-то смайлика. Поэтому будьте осторожны в таких моментах. Вот, ну, лишний раз лучше завалите смайликами любимую женщину. Даже вот когда вы просто встречаетесь, да. Ну, это в конце концов приятно, да, и мужчинам, и женщинам, ну, лишний раз
получить какой-то смайлик, сердечко. Ну, хотя мужчины так не заморачиваются особо, но женщины многие, да. Вы не представляете, как они цветут и пахнут, когда рассказывают: ой, он мне прислал сегодня такое сердечко, он мне такую открыточку прислал. И она так порхает, летает, ну просто как бабочка. Вы не представляете, это просто капец. Смотрите, вы нравитесь женщине, ну да, она где-то на расстоянии, либо же снова может проиграться, где-то она просто, ну, далеко от вас, может быть, живет, да, где-то там, ну, не в вашем доме, не на соседней улице, ну, где-то подальше, да, что к ней нужно ездить. Но каким-то образом вы с ней пересекались. Эта женщина, смотрите, она может быть либо такого же возраста, как вы, может быть, даже немножечко постарше. Она выглядит очень дорого, богато. Она очень самоуверенная, она интересная с виду, даже красивой я бы ее назвала. У нее могут быть еще такой, знаете, опознавательный знак, могут быть массивные серьги, массивные кольца, какие-то вот колье, там, я не знаю, бусы, да, я не знаю, бусы, конечно, сейчас носят кто-то или нет, но тем не менее. Она может как-то ярко, так экстравагантно одеваться, вот в таком плане, да, ну то есть какие-то броши она может носить. Поэтому так, подумайте, если у вас такая знакомая, ну то есть вы ей понравились, она мечтает о вас, причем я вам скажу, эта женщина имеет мужчину, у нее мужчина даже может быть чуть моложе, чем она. Но вот она такая, знаете, любительница сходить направо-налево. Она любительница получать от жизни то, что она хочет. Поэтому вот если она положила на вас глаз, то это все. Она не успокоится, пока, допустим, она не добьется своего. Пока она, может быть, не перехочет. Да, вот сегодня она хочет этого мальчика, а завтра она его уже не хочет, она захотела другого. Понимаете? Это такая не очень приятная история. Причем, смотрите, да, она со временем может вообще одна остаться, если она будет такое чудить. Она любительница вот как-то, знаете, то ли приключений. Вот она такая, ну, глаз горит. Вот про таких женщин говорят, что у нее глаз горит. Такая женщина точно верной не будет, это 100%. Такая женщина, да, она может быть красивой, самоуверенной, страстной, какой угодно, но мужчины серьезные с ней никогда не будут задерживаться, ну вот просто потому, что она такая несерьезная. Обычно гулящими называют таких женщин, да. Это любительницы попрыгать по жезлам, это любительницы поматросить и бросить на уже мужчин, да, вот как бы это странно ни звучало. Да, она страстная, она очень умелая в этом плане. Она привыкла добиваться, чего она хочет, но опять-таки она эгоистичная, она безумно эгоистичная. Она доиграется, что она останется одна, вообще с ней не будет ни ее мужчина, да, там кто у нее официальный муж, либо гражданский. Она просто вот своим поведением будет скоро всех мужчин отгонять. Просто чтобы вы знали, что вот если вы пересекаетесь где-то, и неважно, в интернете, в жизни, да, у всех по-разному это будет, с подобной женщиной, чтобы вы знали, что вот она тайно мечтает о вас. Давайте вот все-таки посмотрим, будет ли она активно вот вас завоевывать, потому что она привыкла добиваться. Она будет делать какие-то шаги, но это не будут такие прям в наглую, да. Это может быть какой-то дальнейший флирт, да, вот улыбочки, намеки. Это могут быть какие-то там, ну, такие скользкие фразы, типа приглашение домой. Ну, знаете, как женщины это любят. У меня там что-то сломалось, а муж не умеет это сделать, может быть, ты попробуешь, ну, в таком плане. То есть какая-то уловка будет вот именно по дьяволу. Но я думаю, вы здесь не согласитесь. Хотя кто-то может с ней поехать, почудить, позажигать, провести время. Есть среди вас такие, которые, в общем-то, согласятся к ней поехать. Но я думаю, это будет небольшой процент, потому что
большинство из вас, ну, будут держать оборону, да, потому что, ну, для вас такая женщина, ну, никак не подходит, даже по вашему воспитанию, по вашему мировоззрению, ну, вот женщина, которая любит прыгать по жезлам, ну, это однозначно не для вас. Вот напишите, ребят, комментарий, нужна вам женщина, которая прыгает по жезлам? Ну, конечно же, нет. Но опять-таки расклад общий, смогут, конечно же, некоторые и поразвлечься, но это выбирать будет каждый. Поэтому я думаю, вы ее отошьете, это будет культурно, деликатно, но как-то ей это очень сильно не понравится, потому что царицу опустят. Это состояние будет, которое ей, может быть, даже и неведомо, да, как это такую королевишну, да, опустили, отказали, да. Я же вся такая, раз такая из себя, как же мне отказали. Но ей это очень не понравится. Я думаю, она даже перестанет, конечно же, после этого с вами общаться. Ну, я думаю, вы особо и не огорчитесь. Зачем дама, которая прыгает по жезлам? Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!